Привет, друзья! Сегодня я расскажу про покраску от черно-белого наброска на примере востроянца. Суть метода заключается в том, что на загрунтованную в черную модель перед нанесением цвета белой краской наносится набросок высветлений. Получается примерно то же самое, что и при шейдинг аэрографом. Сначала мы создаем контраст, а потом добавляем цвет. Может возникнуть вопрос, а где собственно эти самые высветления расставлять? Для этого достаточно представить, что свет падает сверху. Если просто представить сложно, то можно поднести миниатюру близко к лампе. Самые освещенные места и есть те, на которых должны быть самые яркие высветления. Не обязательно представлять, что свет падает строго сверху. Лучше выбрать тот угол, с которого миниатюра будет смотреться наиболее выигрышно. Степень проработки наброска можно делать разной. В данном случае я просто расставляю широкие белые пятна. Но можно проработать переходы более детально, или даже сначала сделать пришейдинг аэрографом и доработать его кистью. В таком случае на этапе нанесения цвета не потребуется как-то дополнительно сглаживать переходы. Но если краска будет слишком густая, то есть риск просто перекрыть ею всю проделанную работу.
Итак, после того, как набросок готов, добавляем цвет. Удобнее сначала закрасить детали, которые лежат в глубине миниатюры, а выступающие позже. Краску берем достаточно разбавленную, чтобы слой получался полупрозрачный, поскольку нам надо сохранить контраст. У каждого цвета есть свои особенности. Например, красный, если нанести его на белый тонким слоем, будет выглядеть изрядно розоватым, так что может потребоваться несколько слоев. Для стального НММ берем смесь бирюзового с черным и капелькой красного для большей художественности. Так как в НММ без использования ярких высветлений не обойтись, то добавляем в предыдущий замес белый, подводим грани и высветляем. Финальное высветление ставим чистым белым. Дерево тонируется красновато-коричневым. Доспех красится по тому же принципу. Сначала закрашиваем смесью красновато-коричневого и желтой охры, высветляем чистой желтой охрой и ставим белые блики. Штаны тонируем синим. Шапку, ботинки и подсумки тонируем разными оттенками коричневого.
Готовая модель выглядит так. В заключение можно сказать, что эта техника позволяет относительно просто получить основной цвет и затемнение. Для некоторых деталей достаточно и этого. Если же требуется больше контраста, добавить сверху высветление тоже не проблема. На этом все. Спасибо за просмотр и удачи в творчестве.